И снова здравствуйте! Продолжаем наш видеоотчет о походе на пруд 29 апреля 2024 года. Итак, мы с вами обнаружили на нашем любимом пруду парочку красивых белых диких лебедей. Вот они, ребята. Полюбуйтесь, какие красавчики. Это явно супружеская пара. Видите, ребятка. Так, мы тем временем расставили удочки поплавочные на червя. Одну подлиннее с большим крючком и большим червем, и другую поменьше с маленьким крючком, маленьким червячком. Попытаем нашего рыбацкого счастья сегодня, посмотрим, может что-нибудь удастся поймать. А пока клёва нет, понаблюдаем за лебедями. Вот они находятся в дальнем южном конце, в самом глухом нашего пруда. И пока близко не подплывают, пока опасаются меня. Но я думаю, в течение часика, максимум полутора, они, или хотя бы она, лебедка, точно подплывет ко мне ближе. Бабы, они же любопытные, они же никогда не вытерпят. Лебедь-то мужик, он, конечно, осторожный, он может и не подплыть, но если она подплывет, то ему придется. Куда деваться? Надо же свою бабу защищать. Вы же, ребята, помните поговорку? Все проблемы из-за баб. И большая часть драк тоже происходит из-за баб. Мало того, частенько они даже сами становятся провокаторами и инициаторами конфликтов между мужиками. Так, наблюдается некое шевеление поплавка. Кто-то, похоже, теребит и теребонькает насадку. Меж тем лебедка подплывает все ближе. То самое чувство, когда страх или чувство самосохранения борется с любопытством. Лебедка уже почти на моей стороне пруда. Она на противоположной, но уже не на южной, а скорее на северной. Я сижу на северо-западной, они были на юго-восточной. Вот она уже находится здесь. И продолжает подплывать все ближе и ближе. Ее мужик пока не осмеливается, но тоже вынужден держать и ее, и меня в поле зрения, и тоже передвигаться в мою сторону.
меня особого клёва нет. Так, что-то продолжает теребить крючок с насадкой. Но не похоже, что это приличная рыба. Так, мелочевка. Молоть линя. Щуки пока никак себя не выдают, если они здесь еще живые. Тем временем солнце садится все ниже и ниже. Вечереет, темнеет. Лебедка подплывает все ближе и ближе. Любопытство побеждает страх. Как всегда у женщин. Тем временем я перешел на другую сторону пруда. На восточную сторону. Пытаюсь тут немножко блеснить. Со спиннингом хожу, блесну, закидываю. Лебедка совсем близко. И меня уже почти не боится. А я вам сейчас покажу плотину или запруду. Вот на этом месте, кстати, в прошлом году я щуку упустил. Довольно-таки хорошую, на килограммчик. На берег ее вытащил, за кусты зацепилась и оторвалась. Так, вот он ручей. Муштакан. И вот она запруда. Запруда делалась из мешков с песком. Вот, и сейчас весной воды много, она переливается обратно в ручей. Ну и вот такая вот весенняя грязь скопилась немножко. Так, на блесну тоже ни одной поклевки не было. Не то что поклевки, даже никакого признака, что в этом озере осталась живая щука. Никто не бросался, не выпрыгивал из воды, не атаковал и даже не сопровождал блесну. Лебедка тем временем совсем осмелела, плавает в нескольких десятках метров от меня. А я, пожалуй, возвращусь на тот берег, на западный, там, где у меня удочки поплавочные стоят. Вот такой вот ручей у нас. Муштакан, Маштакан, Муштак. Вечно я забываю, как его называют на самом деле. Его название. Вот. Сейчас пойдем через запруду. Такой вот ручей у нас весенний. Вот тут вот сделан переход через него. Вон, видите, труба. Но весной сильно все размыло, эту дорогу. По этой дороге, как я понял, скотина ходит. Ну, люди тоже ходят. Ну и скотина ходит. Кони, коровы. Образовался вот такой провал. Боюсь, что скотине будет затруднительно через него перебираться. Могут все ноги себе переломать. Я возвращаюсь на свое первое место лова, место рыбалки. Иду по дамбе к восточному берегу пруда. Ну, попутно полюбуемся на лебедушку. Она меня уже совсем перестала бояться. Спокойно себе кормится. Ее муж, супруг, лебедь, держатся по-прежнему в сторонке. Но ситуация под контролем.
Клёва по-прежнему нет, но виды шикарные, господа. Дело близится к закату. Лебеди плавают. Вода блестит. А я получаю удовольствие от всего этого. Ну что, господа, рыбалку на сегодня мы заканчиваем. Ничего я не поймал, даже не увидел ни одной нормальной поклевки. Зато пообщался с природой, особенно с лебедями. Особенно любопытной была лебедка. Сам лебедь держался в стороне. Осторожно, опасливо, но все держал под контролем. Настоящий мужик. А мы сматываем удочки, прощаемся с лебедями и идем домой к своим котам. Всем пока. Не забываем про лайки, подписки и комментарии. Увидимся в следующий раз.